Всем привет! С вами Наталья Рукодельная. Вам нравится африканский стиль? Я вот сама не знаю почему, но он меня привлекает. В предыдущем видео я показала, как сделала рейнстик. Ранее я делала картину в стиле декупаж с милыми кисами. Еще у меня есть бутылка в этом же стиле, которую я сделала из пластиковой бутылки и соленого теста. А в этот раз я решила сделать тарелочку. Тем более у меня появилась как раз старая битая тарелка. Мне показалось, что такая отколотая будет идеально подходить для моей задумки. Итак, приступим. Для грунта я обычно использую акриловую краску, так как она на водной основе и не пахнет. Кроме того, быстро сохнет и не липкая. Но акриловая краска для хендмейда обычно дорогая и продается в небольших количествах, поэтому я использую другую и сейчас поделюсь с вами бюджетным вариантом. Я покупаю обычную строительную акриловую краску, где-то в литровой банке, и там же прикупаю несколько колеров разного цвета. Самые ходовые, конечно же, черный. Для черного я сначала перемешиваю белую краску с черным колером и покрываю поверхность. Но сколько колера не добавляю, обычно цвет не получается густым таким черным. Если мне нужен очень черный цвет, то я наношу второй слой, который состоит из черного колера и акрилового лака. Лака совсем немного. В этот раз я покрыла одним слоем. После того, как все просохло, я буду наносить декор. Декор у меня будет из гороха. Для этого я отобрала более-менее круглые и ровные горошины и начала наносить их на клей ПВА. Клей я тут использую Момент Столяр, так как нужна именно густая консистенция, которая быстро сохнет. Горох я решила использовать намеренно. Мне нужны были неровные формы, иначе бы я могла использовать и полубусины. Я для себя видела такую тарелку ручной работы, сделанную где-нибудь в африканской деревне из того, что под рукой. И вряд ли у них там есть идеально ровную полубусину. В общем, ряд за рядом я наклеила половинки гороха, и хотя этот клей сохнет минут за 20, я на всякий случай оставила его сохнуть на ночь. Пока все у меня сохло, я решила сделать подставку под тарелку, потому что видела ее только стоящей на полке, а не висящей на стене. Для этого на картоне нарисовала сначала одну половинку, вырезала, обвела контуры для второй части и тоже вырезала. Бумажным скотчем соединила посередине. Для укрепления конструкции на обычный клей ПВА приклеила салфетку, разрезанную на кусочки. Клеила с нахлестом и все оставила сохнуть как следует. Потом сверху нанесла слой шпатлевки по всей поверхности и опять оставила как следует просохнуть. Потом останется только покрасить. А тем временем моя тарелка с горохом высохла, и ее надо покрасить. Я опять смешала белую краску с черным колером и покрыла всю тарелку. И горох. Надо как следует прокрашивать все черным, чтобы не было никаких пятнышек. Для этого я кисточкой как бы вбивала краску в горох. Лаком я решила не покрывать. Мне захотелось, чтобы тарелка была матовой, чтобы она не выглядела как новая. А это фото из журнала, которое вдохновило меня на эту поделку. Я долго ее хранила и вот наконец добралась до изготовления. Конечно, тарелка немного не той формы, но я все равно довольна результатом. Если учесть, что на фото какая-нибудь дизайнерская тарелка за много тысяч, да ее еще и не найти, а я-то получила свою всего за копейки.
Тарелка готова, подставка тоже. Теперь их нужно соединить и продолжить собирать мою африканскую полочку. Смотрите результаты готовой работы. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Спасибо за визит. Хороших всем рукоделок.